Всем привет, с вами Виктория Аню. Тема видео соответствует названию, поэтому сразу приступаю. Перед началом работы убедитесь, что у вас пластина чистая, ну или хотя бы в гравировке того рисунка, который вы хотите отпечатать, нет засохшего лака. Проще всего очистить пластину ацетоносодержащими жидкостями, но для этих целей также подойдут жидкости для снятия гелевых либо акриловых материалов. Также стоит убедиться, что на силиконовой подушечке штампа у вас нет пыли, мусоринок, либо остатков лака для стемпинга. Очистить силиконовую подушечку можно при помощи липкой стороны скотча. Флакончик с лаком для стемпинга перед использованием немного встряхните. Пигмент имеет свойство оседать. Если флакончик долго простоял без дела, потрясти придется чуть подольше. Также стоит убедиться, не загустел ли ваш лак для стемпинга. Если такое произошло, смело разбавляйте его специальными жидкостями. Ставьте кисточку во флакон, но не закручивайте крышку. Таким образом, доступ к лаку для стемпинга будет максимально быстрым. Также нам понадобится скребок и бумажная салфетка. У меня на столе большой силиконовый коврик, и я не боюсь испачкать столешницу. Тем не менее, салфетка у меня всегда под рукой. Чуть позже я покажу, как именно я ее использую. Если у вас нет силиконового коврика, ничего страшного, просто возьмите несколько салфеток, либо одну большую салфетку. Поверьте, выкинуть салфетки намного быстрее и проще, чем очищать потом рабочее место. В общем, у вас все должно быть под руками. Если вы правша, установите максимальное количество предметов по правую руку. Если левша, то, соответственно, по левую руку. Для знатоков стемпинга расположение предметов не принципиально, но для новичков такая организация заметно сократит лишние телодвижения. Возможные ошибки буду разбирать по ходу действия. И первая ошибка – это количество лака для стемпинга на кисточке. Вынимая кисть, не нужно многократно прикладывать ее к горлышку флакона. Такое машинальное действие вырабатывается, как правило, у тех, кто очень часто работает с гель-лаками. Многие просто не замечают за собой этой ошибки, так как механика этих действий доведена до автоматизма. На этом этапе может сработать инстинкт экономии, в данном случае лака для стемпинга. Но поверьте, вы сэкономите и лак для стемпинга, и время, и свои нервы, если у вас с первого раза будет получаться хороший отпечаток. А вот для того, чтобы отпечаток получался четким, на кисточке все-таки должно быть достаточное количество материала. Вынимая кисть, кончиком коснитесь горлышка, тем самым вы снимете первую образовавшуюся большую каплю. Можно о горлышко снять материал с одной стороны кисточки, но с другой стороны у вас должна остаться капля. Действительно экономно расходовать лак для стемпинга вы сможете только со временем, когда вы для себя поймете, какое количество лака для стемпинга вам нужно для того, чтобы отпечатать тот или иной рисунок. Количество лака также зависит и от размера рисунка, и от глубины гравировки на пластине для стемпинга. На мой взгляд, пусть уж лучше лака будет больше, чем его не хватит для четкого отпечатка. На пластину для стемпинга ставлю каплю и немного ее распределяю, при этом кисточкой долго не возюкаю. Излишки лака для стемпинга легко удаляются скребком, и даже если вы немного замешкались, такой объем лака быстро не высохнет. В общем, чем толще слой лака, тем медленнее он сохнет, поэтому не размазывайте лак по пластине, а просто выставляйте капельку и растягивайте эту каплю на нужный вам рисунок. Следующий этап – работа скребком, и это, на мой взгляд, самый важный этап. Скребки для стемпинга бывают разные – большие, маленькие, тонкие, толстые, упругие, гибкие. Мало того, вместо скребка для стемпинга вы можете взять любую пластиковую карту. В первую очередь, на мой взгляд, вам нужно выбрать скребок по размеру тот, который вам удобно держать в руках. Скребки могут быть гибкими, жесткими, но это никак не влияет на четкость отпечатывания рисунка. Еще раз повторюсь, просто возьмите тот, который вам удобен. Единственное требование к скребку – его края должны быть ровными и гладкими, без зазубрин. Просто подушечками пальцев пройдитесь по торцам скребка и убедитесь в том, что на торцах нет никаких зазубрин.
Теперь возьмите выбранный вами скребок, пластину для стемпинга и просто без лака для стемпинга попробуйте поводить скребком по пластине. При этом вы стараетесь просто прикладывать скребок таким образом, чтобы его край полностью прилегал к пластине. Неважно, какие движения вы делаете скребком, сверху вниз, снизу вверх, наискосок или там по диагонали, по вертикали. Это абсолютно не важно. Главное, контролируйте прилегание скребка к поверхности пластины для стемпинга. Давить на скребок не нужно. Движение должно быть легким и скользящим по пластине. Чем жестче скребок вы для себя выбрали, тем меньше на него давление должно быть. Сейчас, возможно, кто-то скажет: раньше я работала жестким скребком и у меня плохо получался стемпинг, но как только я заменила скребок на мягкий, у меня все стало хорошо получаться. Все дело в том, что, скорее всего, вы просто давили на скребок, и поэтому у вас и возникала эта проблема. Дело в том, что мягкие скребки, как бы вы на них ни давили, они просто сгибаются, и за счет этого ваше движение уже в любом случае получаются легче. Жесткие скребки при давлении убирают больше материала с пластины. Соответственно, уже отпечатать рисунок, вернее, отпечатанный рисунок получается не такой четкий. Неважно, какой по жесткости скребок вы взяли в руки, главное, ваши движения должны быть легкими и скользящими, без особого давления на скребок. На мой взгляд, жесткость скребков – это очередной маркетинговый ход. Помимо скользящего движения скребком, также стоит обратить внимание на угол наклона. Ошибкой будет работать скребком под углом 90 градусов по отношению к пластине для стемпинга. Любой другой угол меньшего значения не будет считаться ошибкой. Если у вас получаются плавные скользящие движения при установке скребка под углом 80-75 градусов по отношению к пластине, значит работайте под таким углом. Единственное, что нужно учитывать, чем меньше угол постановки скребка по отношению к пластине, тем меньше лака для стемпинга вы, соответственно, с пластины снимаете. То есть, если у вас на пластине не глубокая гравировка, просто работайте скребком под меньшим углом наклона, то есть примерно 15-25 градусов. Соответственно, если вы знаете, что вы в руках держите пластину с хорошей гравировкой, но при этом у вас все равно не получается хорошо отпечатать рисунок, просто уменьшите угол наклона скребка. И таким образом отпечаток ваш станет намного лучше. Напомню, что давление на скребок быть не должно. Именно из-за неправильного угла наклона скребка у многих не получается отпечатать полые рисунки, но это, кстати, касается не только полых рисунков. Сейчас любители разных по жесткости скребков, возможно, скажут, что для полых рисунков лучше взять жесткий скребок, но, как по мне, проще регулировать угол наклона, нежели учиться работать разными по жесткости скребками. Мало того, есть еще такая техника, как стемпинг-градиент. Помимо того, что нам нужен четкий отпечаток, нам еще на пластине нужно смешать 2, а то и 3 цвета лаков для стемпинга. Так вот, в этой технике мы в любом случае уменьшаем угол наклона скребка по отношению к пластине для стемпинга, для того, чтобы смешать между собой цвета и для того, чтобы не убрать с пластины для стемпинга большое количество лака для стемпинга. К тому же, думаю, стоит отметить, что на пластинах для стемпинга есть такие рисунки, которые содержат в себе как линейные, так и полые элементы. Так вот, какой же скребок брать для таких рисунков? На мой взгляд, берите тот, опять-таки, который вам удобно держать в руках. Просто немного уменьшите угол наклона скребка. Лаки для стемпинга из-за высокой концентрации пигмента в составе быстро высыхают именно в тонком слое. Поэтому, если вы с гравировки убираете лак для стемпинга, соответственно, и там в гравировке лак быстро подсыхает. За счет этого вам не удается полностью поднять рисунок с пластины.
А если вы скребком убираете только излишки лака для стемпинга, соответственно, в гравировке у вас довольно толстый слой лака, который быстро не подсохнет, и вы успеете поднять рисунок с пластины. В общем, каким по жесткости скребком пользоваться, решать только вам. Я со своей стороны лишь пыталась донести до вас, что одним скребком можно отпечатать как полые, так и линейные рисунки. Следующая ошибка также связана со скребком. Как-то у одной своей ученицы я спросила, почему у нее возникает желание несколько раз убирать скребком лишний лак с пластины. И вот каким был ее ответ. Когда она один раз проходится скребком по пластине, на пластине остаются разводы. Тогда она делает еще несколько таких же движений скребком в надежде на то, что разводов станет меньше. На самом деле многократное движение скребком не является ошибкой, так как вы сами убедились в том, что в некоторых случаях мы специально несколько раз проходимся скребком по пластине. Тут самое главное скользящее движение без нажима под определенным углом. Но имейте в виду, что для четкого отпечатка будет вполне достаточно и одного движения скребка. Если на пластину вы нанесли достаточное количество лака для стемпинга, скребком правильно удалили лишнее, несмотря на разводы, даже на весу вы сможете четко отпечатать рисунок с пластины на штамп. В общем, разводы нас никак не должны волновать, а вот неравномерное снятие лака для стемпинга с пластины уже может повлечь за собой не очень хороший результат. Зачастую такая проблема возникает при отпечатывании стемпинг-рисунков, которые, как правило, находятся по углам пластин для стемпинга. Все дело в том, что у некоторых пластин края немного возвышаются. Невооруженным глазом это особо не видно, на ощупь так тем более. Мы просто видим ровную пластину. Но вот смотрите, я установила скребок, причем выше пластины, да, то есть я вот прям поставила одно ребро на край пластины. И вот виден теперь зазор. Как раз таки из-за этого зазора мы не сможем равномерно снять лак с пластины. А вот я поставила скребок чуть ниже, и теперь мы видим, что этого зазора практически нет. Соответственно, если вдруг у вас возникает такая проблема, после того, как вы нанесли лак для стемпинга, скребок не устанавливайте на край металлической пластины. Торец скребка должен быть у вас на краю самого рисунка. Таким образом, вы равномерно снимете излишки лака с пластины, и рисунок будет четко отпечатан. Под видеообзором на пластину «Дракон» с вариантами дизайнов меня попросили показать, как я отпечатываю глаз дракона. Не знаю, какая именно ситуация возникла у девушки, но просто я предположила, так как рисунок находится с краю в верхнем углу, возможно, как раз вот проблема в этом заключается. Вот сейчас на своих экранах вы прекрасно видите то, что лишний лак для стемпинга был четко и равномерно снят с пластины для стемпинга при помощи скребка. Зачастую, глядя уже на отпечатанный рисунок, нам может что-то не понравиться. И, конечно же, мы в первую очередь думаем о том, что мы там что-то сделали не так, как-то не так отпечатали. На самом деле, тут также стоит обратить внимание и на саму гравировку на пластине. Возможно, это такая задумка художника. То есть где-то гравировка более четкая, а где-то она специально выполнена таким образом, как будто уходит на нет, либо, скажем так, не такая явно выраженная. Поэтому, прежде чем заново отпечатывать рисунок, просто убедитесь в том, что на пластине рисунок так, как вы хотели бы его видеть, а не так, как задумал художник. Следующий этап – работа со штампиком. И тут, на мой взгляд, очень много устаревших мифов, которые тянутся еще со времен резиновых штампов. Возможно, вы тоже слышали такое, что на штампик сильно давить нельзя, четкого отпечатка при этом у вас не получится. Также многие говорят о том, что нельзя отпечатывать стемпинг шлепком, то есть вот так вот приложили сильно штампик к пластине и отпечатываете. То есть так у вас тоже ничего не получится. Ну и, конечно же, обязательно отпечатывать стемпинг нужно легким перекатом.
Лично у меня рука поставлена на легкий перекат. Таким движением мне проще, легче контролировать отпечатывание стемпинг рисунка с пластины на штамп. Но это абсолютно не значит, что другие варианты невозможны. Чуть позднее я покажу, какая именно ошибка может скрываться при работе с штампиком. А сейчас, пожалуйста, прошу посмотрите, я отпечатаю тот же самый рисунок, но только уже не перекатом, не легким перекатом, а вот прям с усилием буду давить на штамп. При этом, как вы сами увидите, отпечатанный рисунок будет очень даже замечательный. Мало того, этот же рисунок я отпечатаю шлепком, просто вот раз и приложу штампик, силиконовую подушечку к пластине. И точно так же рисунок будет замечательно отпечатан. И, пожалуйста, не думайте, что у меня какая-то супер пластина или супер штампик или супер крутой лак для стемпинга. Нет, основной ошибкой при работе со штампом является неравномерное давление на подушечку штампа. То есть, если вы, например, сначала очень сильно давите на штамп, а потом отпускаете, и у вас остальное идет легким перекатом. Или наоборот, вы сначала идете легким перекатом, а в конце бац и припечатываете силиконовую подушку к штампу. Это тоже неправильно. В общем, каким бы способом вы не отпечатывали стемпинг с пластины на силиконовую подушечку, главное, чтобы давление на штампик было равномерным. Безусловно, чрезмерное давление на штампик абсолютно ни к чему, но и совсем вот прям легкий воздушный перекат не обеспечит вам четкого отпечатка. Единственное, по своему опыту могу сказать следующее. Если вы хотите научиться отпечатывать стемпинг рисунок легким перекатом, но у вас не получается расслабить руку, ну вот в том случае, если вы правша, то попробуйте взять штампик не в правую, а в левую руку. Левая рука слабее, и, возможно, у вас левой рукой получится намного лучше отпечатывать стемпинг рисунки именно легким перекатом. Ну а если все же вы знаете, что у вас тяжелая рука, расслабить у вас ее не получается, при этом вы все равно хотите работать именно своей ну, основной правой рукой, то попробуйте работать шлепком. Соответственно, если вы на пластину нанесли достаточное количество лака для стемпинга, правильно скребком удалили только лишнее, отпечатываете рисунок подушечкой так, как вам удобно. Главное, чтобы давление на штамп было равномерным. Ну и еще один, на мой взгляд, немаловажный этап в работе. Это вот то, что я вам говорила, покажу, для чего мне нужна салфетка. Каждый раз, когда я отпечатываю стемпинг, скребком убираю лишнее с пластины и тут же вытираю скребок о салфетку. Таким образом, мне не приходится часто очищать именно скребок. Это секундное действие я делаю уже на автомате, и это обеспечивает мне не только чистоту скребка, но и чистоту рабочей площади. Те, кто меня давно смотрят, знают, что я не очищаю пластины и скребок после каждого отпечатанного рисунка, и это, на мой взгляд, не является ошибкой. Если у вас все еще не получается стемпинг, приглашаю вас на свои индивидуальные курсы. Связаться со мной можно через Telegram. Ссылочка на мой профиль будет в описании под видео. Ну что ж, вот такой разбор ошибок у меня в итоге получился. Если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поставьте плюсик, смайлик или сердечко в комментариях. Я буду вам очень признательна. А я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!